Девчонки, всем привет! Сегодня я буду для вас переделывать свои ноготки и покажу вам, как я делаю срез шаром. То есть сегодня у нас будет аппаратный маникюр. Да, вы не ослышались, уже очень давно у меня просят такое видео, вот сегодня решила снять. И еще хочу показать, как относились мои ноготочки. Матовый топ немного, конечно, запачкался, но в целом все неплохо. И покажу свой такой стандартный заказ фрез, мне хватает их очень надолго. Я пользуюсь зеленой и красной насечкой. Это фрезы твердосплавные, у них очень удобная форма для снятия. И еще заказала себе фрезы, которыми я сейчас работаю. Это пламя 0,25, 0,21 и 0,23 диаметра. Объясню, почему такие насечки, в общем, будет интересно. Итак, смотрите, вот наш ноготок. Это вид сбоку. Это наша кутикула и расстояние между кутикулой и ногтем. Нарисуем мы два вида кутикулы. Почему же я беру не только разного абразива, но еще и разного диаметра фрезы? Посмотрите, если у нас кутикула маленькая, то есть она такая налипшая, для нее подойдет фреза 21 диаметра. 25 и 23 будут работать неверно для этого типа кутикулы, так как они слишком большие. Для средней кутикулы мы 23 возьмем диаметр, так как 21 будет болтаться, и вам придется работать либо с птеригием, либо с кожей, а это много лишних движений. Ну и для такой же кутикулы 0,25 синяя насечка я беру для более грубой кутикулы. То есть это чаще всего клиенты, которые, например, работают с тканями или с чем-то таким. У них уже очень огрубевшие валики, но синей насечкой я не так часто пользуюсь. И вот такой вот шар, тоже 23 диаметра, он небольшой, обычно я беру побольше, но в этот раз взяла такой. В принципе, мне им тоже вполне удобно срезать, зато никаких пропилов не получится, если вы не так уж хорошо ими работаете. Посмотрите на качество абразива, все ссылочки на фрезы обязательно вам оставлю под видео. Цена такой фрезы всего лишь 60 рублей, то есть вы покупаете 10 штучек за 600 рублей. Розничная цена фрезы пламя где-то 120 рублей. Снимаю я твердосплавной фрезой с красной насечкой. Кстати, девчонки, уже больше месяца я пользуюсь своим пылесосом, и те, кто говорил, что это отзыв какой-то купленный или еще что-то, я не нарадуюсь. Посмотрите, я сняла специально для вас видео после месяца использования. Посмотрите, как он хорошо засасывает пыль. То есть, несмотря на то, что я делаю это на себе, а, соответственно, рука у меня лежит не прямо над пылесосом, я ее очень сильно поднимаю над ним, пыль летит исключительно в пылесос. Да, конечно, вот эта белая окантовка, на ней есть немного пыли, я не скрою, я вам обязательно покажу. И как бы я не могу сказать, что прямо совсем на ней нет ни крошечки. Есть парочку, небольшую, но все это я потом просто протираю салфеткой. То есть по столу пыли нет. Есть небольшое, совсем небольшое напыление. Это честный отзыв. В общем, всем советую. И еще все мои клиенты заметили удобство именно встроенной вытяжки. То, что она не занимает места на столе, и то, что она очень мощная. И пыли стало заметно меньше. А еще, так как вы устанавливаете ее ближе к себе, на клиенте пыли нет вообще. Хотелось бы еще похвалить качество мешочков Max. Совершенно нет пыли на коленках, даже вообще ни крошки. Вот тут уж точно совсем нет. Посмотрите, как пыль сама летит в решетку. Протираю я все сразу, так как на решетке все-таки остается немножко пыли. Поэтому я протираю салфеточкой и то есть дальше продолжаю процедуру покрытие, выравнивание и так далее. В общем, в принципе, я довольна своей покупкой и всем могу ее честно и точно порекомендовать. Ну а мы продолжаем наше снятие. Снимаю я до тонкой подложки. Еще раз повторюсь, девчонки, очень часто вижу у своих учениц на онлайн-курсе проблемы с выравниванием, потому что вы не доснимаете материал. Вы должны именно снять до тонкой подложки, то есть меньше миллиметра слой базы. Посмотрите, вот сейчас я протираю перчаткой все. Вот столько у меня пыли на моем металлическом корпусе. Это уже пыль у меня от того, что я возила рукой по решетке, а вот эта пыль это та, что осталась у меня на металлической окантовке. Итак, апельсиновой палочкой я хорошенько создаю карман.
Делаю я это очень аккуратно, то есть видео достаточно ускоренное. Бочком, если у вас кутикула налипшая, то работаем мы не носиком, а именно боком апельсиновой палочки. Кстати, если у вас апельсиновая палочка такая же, как у меня, подерганная, то можете просто ее обточить об пилку. Фрезу я взяла для себя 0,21 диаметра. Посмотрите, хочу вам показать положение фрезы. Она должна не тыкаться носиком, но и не пропиливать пузиком. Обязательно мы работаем на форварде и реверсе и вычищаем правую и левую боковые пазухи. Итак, фрезой шар на оборотах где-то 15 тысяч я убираю кутикулу. Все это выглядит довольно-таки легко, но не каждый с этим справится. Вы должны не сверху приминать кутикулу, а именно из-под низу ее приподнять и как бы истончить. Не срезать, а именно истончить. Аппаратный маникюр подходит не для каждого вида кутикулы, только для сухой кожи. То есть по влажной кутикуле аппаратный маникюр лучше не делать. Но зато кутикула убрана хорошо, без всяких порезов, без всякой красноты. И такой маникюр будет у вас точно без заусенец. Сегодня вам покажу цвета, а точнее покажу просто чистый кайф. Это цвета от Макаренко. Если кто-то следит за ними в инстаграме, поддержите меня. Я уже очень давно слежу. И сейчас вам показываю цвета, которые я заказала. Несколько штучек на пробу. Не могла понять, как же цвета могут стоить всего лишь 180 рублей и ложиться все в один слой. Но убедилась сама, посмотрите, какие они плотные, какие они сочные, яркие. Объясню, почему такая цена у них. Отсутствует брендирование, флакончики бывают даже разные немного по размеру, то есть вы не переплачиваете за упаковку, вы не переплачиваете за рекламу, вы платите только за качественное сырье, которое находится у вас внутри тюбика. В своем инстаграм я уже показывала эти покупки на момент, так скажем, того, как они ко мне пришли. Посмотрите, консистенция очень приятная. Все цвета у меня распределяются по ногтевой пластине очень хорошо, хорошо самовыравниваются. В общем, четкий, качественный продукт. И уже одна даже моя подписчица прислала мне, что она уже купила всю пастельную коллекцию. И еще вот такой вот цвет, весенняя нежность 14. Сегодня мы будем делать маникюр именно с этим цветом, так как мне очень нравится этот цвет, но сколько бы фирм я ни покупала, это самый капризный цвет из всех цветов, что у меня есть. Кстати, он у меня лег всего лишь 2 тонких слоя. И еще заказала 2 вот такие вот гель-краски, точнее это жидкая фольга. Хочу вам посмотреть, я взяла маленькую горошинку, начала распределять по типсику, и у меня даже еще осталось. Она ложится в очень тонкий слой. Я довольна качеством продукции. Посмотрите, баночки действительно где-то черные, где-то белые. Ну и честно, мне это не важно. Мне важно, чтобы то, что было внутри, было хорошее. Глиттер 12. Посмотрите, как он выглядит на ноготочке. И я выкрасила все цвета. Это гель-лаки у меня и 2 жидкие фольги. Обязательно переходите, посмотрите ассортимент. Цены просто бомба, за 12 мл 180 рублей, я очень была довольна. Итак, я уже сделала выравнивание, поменяла форму ногтей. Если кто следит за мной, то на лето я всегда делаю такую форму, чтобы не забивалась пыль, грязь, песок и так далее. Очень удобно. Хочу вам показать, как я работаю таким глиттером. Посмотрите, если мы берем прямо из баночки, то он достаточно неплотный, поэтому мы выкладываем это все на салфетку, с салфетки все это впитывается, и просто потом уже сухой глиттер практически мы распределяем на ноготок. С первого слоя гель-лак у нас не то чтобы полосит, а просто он не плотный, но посмотрите, как он хорошо самовыравнивается. То есть никаких полос, просто немного не хватает плотности, и то только из-за того, что я не люблю наносить гель-лак в толстый слой. То есть, в принципе, можно было бы нанести и в один, но зачем, если можно 2 раза нанести более тонкий слой, и он точно у вас хорошо просохнет.
Кстати, по поводу просушки тоже проверяла, протестировала этот материал, он очень хорошо просыхает. Даже самые-самые капризные цвета, это, например, там был голубой, он был очень плотный, он просыхает просто прекрасно. Этот гель-лак мы наносим в 2 слоя. На втором слое прокрашиваем под кутикулу. При аппаратном маникюре вся кутикула у нас вывернута и срезана шаром, поэтому нам сделать покрытие под кутикулу легко. Еще я буду отпечатывать на липкий слой вот такую вот фольгу. Просто прикладываю и убираю. Смотрится как втирка, но носится гораздо лучше. Но обязательно нужно будет покрыть топом в 2 слоя. В принципе, кстати, не очень видно, но при дневном свете они очень хорошо блестят. И еще покажу вам масло, которое я заказала там же, где заказывала фрезы. Стоило оно совсем недорого, но мне понравилось, что оно хорошо увлажняет кожу и прекрасно впитывается. Плюс его удобно носить с собой в сумочке. Заказала со вкусом черники, это любимый мой запах. Вот так вот закрываем колпачок и убираем с собой. Посмотрите, аппаратный маникюр выполнен очень быстро, чисто, а главное просто. Не бойтесь никогда пробовать. Главное, у вас должны быть хорошие фрезы. Это самое главное, девочки, меняйте их чаще. Если видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!